Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы разберем на вопросы и ответы популярную детскую сказку «Теремок». Не забывайте, что ваша задача стараться проговаривать все предложения за мной. Только так вы сможете неосознанно впитать лексику, грамматику и акцент. Давайте начнем. Стоит в поле теремок. Бежит мимо мышка-нарушка. Увидела теремок, остановилась и спрашивает: «Теремок, теремок, кто в тереме живет?» Никто не отзывается. Вошла мышка в теремок и стала там жить. Где стоит теремок? Теремок стоит в поле. Что стоит в поле? В поле стоит теремок. Кто бежит мимо теремка? Мышка-нарушка бежит мимо теремка. Что сделала мышка-нарушка? Мышка-нарушка увидела теремок, остановилась и спрашивает. Что спросила мышка-нарушка? Мышка-нарушка спросила: «Теремок, теремок, кто в тереме живет?» Кто отозвался мышке? Никто. Никто не отозвался мышке. И что сделала мышка? Мышка вошла в теремок и стала там жить. Прискакала к терему лягушка-квакушка и спрашивает: «Терем-теремок, кто в тереме живет?» «Я, мышка-нарушка. А ты кто?» «А я лягушка-квакушка. Иди ко мне жить». Лягушка прыгнула в теремок, стали они вдвоем жить. Кто прискакал к терему? Обезьяна? Нет, лягушка-квакушка прискакала к терему. Что сделала лягушка-квакушка? Она спросила. Что она спросила? Она спросила: «Терем-теремок, кто в тереме живет?» Кто ей ответил? А ответила ей мышка-нарушка. Что ответила ей мышка-нарушка? А ответила она: «Я, мышка-нарушка. А ты кто?» Что сказала лягушка? Лягушка сказала: «А я лягушка-квакушка». Мышка предложила ей жить вместе? Да, конечно. Мышка сказала: «Иди ко мне жить». Согласилась ли лягушка? Да, лягушка прыгнула в теремок. Стали они жить втроем? Нет, они стали жить вдвоем. Бежит мимо зайчик-побегайчик. Остановился и спрашивает: «Терем-теремок, кто в тереме живет?» «Я, мышка-нарушка». «Я, лягушка-квакушка. А ты кто?» «А я зайчик-побегайчик. Иди к нам жить». Заяц скок в теремок. Стали они втроем жить. Кто пробегал вторым мимо теремка? А вторым пробегал зайчик-побегайчик. Что сделал зайчик-побегайчик? А зайчик остановился и спросил. Что спросил зайчик? А зайчик спросил: «Теремок, теремок, кто в тереме живет?» Кто ответил зайчику? А зайчику ответила лягушка и мышка. Что они сказали зайчику? Они ответили: «Я мышка-нарушка, я лягушка-квакушка, а ты кто?» Пригласили ли лягушка и мышка жить зайчика в теремок? Конечно. Они сказали: «Иди к нам жить». Что сделал зайчик? А заяц прыгнул в теремок, и теперь они живут втроем. Сколько животных живет в теремке сейчас? А в теремке сейчас живут 3 животных. Идет мимо лисичка-сестричка. Постучала в окошко и спрашивает: «Терем-теремок, кто в тереме живет?» «Я мышка-нарушка, я лягушка-квакушка, я зайчик-побегайчик. А ты кто?» «А я лисичка-сестричка. Иди к нам жить». Забралась лисичка в теремок, стали они вчетвером жить. Кто четвертым шел мимо теремка? А четвертым шла лисичка-сестричка. Что сделала лисичка-сестричка? Она постучала в окошко и спрашивает. Что спросила лисичка? Лисичка спросила: «Теремок, теремок, кто в тереме живет?» Кто ответил лисичке?
Жители теремка ответили лисичке. Что они ответили лисе? А они сказали: я мышка-нарушка, я лягушка-квакушка, я зайчик-побегайчик. А ты кто? Что ответила лисичка? Лисичка сказала: а я лисичка-сестричка. Пригласили ли жители теремка лисичку жить вместе? Да, конечно. Они сказали: иди к нам жить. Что сделала лисичка? Лисичка забралась в теремок, и стали они жить вчетвером. Сколько животных сейчас живет в теремке? Давайте посчитаем. Мышка, лягушка, зайчик и лисичка. Их 4. Прибежал волчок, серый бочок, заглянул в дверь и спрашивает: терем-теремок, кто в тереме живет? Я мышка-нарушка, я лягушка-квакушка, я зайчик-побегайчик, я лисичка-сестричка. А ты кто? А я волчок, серый бочок. Иди к нам жить. Волк влез в теремок, стали они впятером жить. Вот они в теремке живут, песни поют. Кто 5 бежал мимо домика? А 5 мимо теремка пробегал волчок, серый бочок. Что сделал волчок? А волчок заглянул в дверь и спрашивает: куда заглянул волчок? Волчок заглянул в дверь. Что спросил волчок? Он спросил: терем-теремок, кто в тереме живет? Кто ему ответил на этот раз? На этот раз ему ответили жители теремка. Что они ему ответили? А ответили они ему: я мышка-нарушка, я лягушка-квакушка, я зайчик-побегайчик, я лисичка-сестричка. А ты кто? Что ответил серый бочок жителям теремка? А ответил он: а я волчок, серый бочок. Пригласили ли жить волчка жители теремка? Да, и волчка пригласили жить в теремок. Что сделал волк? А волк влез в теремок, и стали они жить впятером. Сколько уже жителей теремка? Жителей теремка уже 5. Вдруг идет медведь косолапый. Увидел медведь теремок, услыхал песни, остановился и заревел во всю мочь. Терем-теремок, кто в тереме живет? Я мышка-нарушка, я лягушка-квакушка, я зайчик-побегайчик, я лисичка-сестричка, я волчок, серый бочок. А ты кто? А я медведь косолапый. Иди к нам жить. Медведь и полез в теремок. Лез-лез, лез-лез, никак не мог влезть и говорит: а я лучше у вас на крыше буду жить. Да ты нас раздавишь. Нет, не раздавлю. Ну так полезай. Влез медведь на крышу и только уселся, трах, развалился теремок. Кто последним шел мимо теремка? Последним шел косолапый медведь. Что сделал медведь? Медведь увидел теремок, услыхал песни, остановился и заревел во всю мочь. Что проревел медведь? А проревел он: теремок, теремок, кто в тереме живет? Кто ответил медведю? Жители теремка. Что они ответили ему? А ответили они: я мышка-нарушка, я лягушка-квакушка, я зайчик-побегайчик, я лисичка-сестричка, я волчок, серый бочок. А ты кто? Что сказал медведь им? А медведь сказал: а я медведь косолапый. Пригласили ли животные медведя? Да, они пригласили и медведя. Что сделал медведь? Медведь полез в теремок, лез-лез, никак не мог влезть. Что сказал медведь? Мишка сказал: а я лучше у вас на крыше буду жить. Что прокричали хозяева теремка? Да ты нас раздавишь. Что ответил им медведь? Нет, не раздавлю, сказал медведь. Затрещал теремок, упал на бок и весь развалился. Еле-еле успели из него выскочить мышка-нарушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик,
лисичка-сестричка, волчок-серый бочок. В общем, все целы и невредимы. Принялись они бревна носить, доски пилить, новый теремок строить. Лучше прежнего выстроили. Что случилось с теремком, когда медведь влез на него? Теремок затрещал, упал на бок и развалился. Успели жители теремка выскочить из теремка? Да, они еле-еле успели выскочить из него. Что решили сделать животные после того, как теремок развалился? А решили они отстроить новый, лучше прежнего. На этом и заканчивается наша популярная детская сказка «Теремок». Как всегда, не забывайте слушать эту запись каждый день. Старайтесь отвечать на вопросы вперед меня. Если у вас есть вопросы, вы всегда можете задать их мне на моем сайте или YouTube-канале. До новых встреч!